Всем привет, дорогие друзья! Ну что может быть лучше, чем аромат свежей домашней выпечки? Сегодня готовлю пирожки с яблоками, которые готовятся быстро, без дрожжей, а творожное тесто делает их невероятно мягкими и воздушными, а внутри сочная яблочная начинка. Простой рецепт, который, я уверена, станет любимым. Обязательно приготовьте эти пирожки. Я уверена, они всем понравятся. Приготовлю яблочную начинку. Яблоки очищаю от кожицы. Удаляю сердцевину и режу небольшими кусочками. Поставила разогреваться сковороду. Добавляю кусочек сливочного масла. Сразу же всыпаю яблоки. Натру немного цедры лимона. Я яблоки буду ароматизировать лимонной цедрой и ванилью. Если вы хотите, вы можете в начинку добавить корицу. Выдавлю немного лимонного сока. Буквально 15-20 граммов. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Всыпаю сахар. Сахар добавляйте по вкусу. И также добавляю 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Можно использовать и картофельный крахмал. Хорошо все перемешиваю. Тушу яблоки, чтобы выпарилась лишняя влага и они стали мягче. Примерно 10-12 минут. При добавлении небольшого количества крахмала начинка абсолютно не будет вытекать из выпечки. Яблоки протушились, лишняя влага выпарилась. И также здесь у нас все-таки есть крахмал, то есть лишняя жидкость здесь не образовывается слишком сильно. Перекладываю начинку в тарелку, чтобы она быстрее остывала. Приготовлю творожное тесто. Выкладываю в миску творог. У меня творог домашний. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю 1 крупное яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, добавляю щепотку соли и чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать также и ванильный сахар. Хорошо массу перетираю ложкой. У меня творог очень нежный, мягкий. Если вы хотите, эту массу можно также пробить и погружным блендером, если у вас творог более такой крупный, зернистый. В творожную массу просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше, в зависимости от того, какой вы используете творог. Замешиваю тесто сначала лопаткой. И теперь домешу руками. Должно получиться вот такое очень нежное, мягкое тесто, не прилипающее к рукам, но, как видите, оно, можно сказать, такое на грани липкости. Не забивайте также это тесто мукой, чтобы оно получилось нежным и пышным. Оставляю тесто минут на 10 отдохнуть. Отдохнувшее тесто разделю на 10 частей. Буду делать 10 пирожков. Каждый кусочек теста у меня получается примерно по 55 граммов. Подкатываю их в шар. Немного дополнительно пользуюсь мукой, так как тесто липковатое. Накрываю тесто пленкой, чтобы не заветривалось. И сразу же беру кусочек теста, который я формировала первым, разминаю его вот в такую лепешку. Можно это сделать пальцами, можно раскатать скалкой, как вам больше удобно. Слишком тонко растягивать тесто не надо. Выкладываю на середину начинку, она уже остыла, и скрепляю пирожок. Подворачиваю вот этот край и загибаю уголки. Получается вот такой аккуратный пирожок. Немного его прижимаю, чтобы он получился более плоский. И таким образом формую все пирожки. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Сформованные пирожки перекладываю на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Пирожки я выкладываю на расстоянии друг от друга.
Желток разболтаю с небольшим количеством молока и смазываю сверху пирожки. И сейчас я все отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вот такие красивые румяные пирожки получились. Выглядят они просто великолепно. Я беру горячие пирожки и лучше всего их прямо в тарелке с сахаром смазать сливочным маслом, чтобы сахар хорошо прилипал. И вот так вот их окунаю в сахар. Какие они получаются классные, пышные, вообще невероятные. Я использую крупный тростниковый сахар, он очень красиво смотрится сверху на пирожках. Пирожки получаются нежные, вкусные, очень сочные. Они буквально тают во рту. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!